Как справляться со стрессом? Смотрите, стресс это всегда напряжение на уровне тела. Соответственно, антистресс это расслабление тела. Хорошая практика это навык, это привычка в моменте отслеживать напряжение и расслаблять тело. Вот если вы овладеете этим подходом, у вас стресса не будет никогда. Также хорошо делать какие-то регулярные расслабляющие вас мероприятия, такие как массаж, сауна, спорт, секс и так далее. Это все расслабляет тело. Вот все, что расслабляет тело, все снимает стресс. Но здесь мы работаем уже со следствием. Но важно работать и с причиной тоже. Почему возникает напряжение? Возникает напряжение в тех ситуациях, где нет любви. В таком широком смысле слова. То есть, где вы ощущаете другого человека, мир, себя, свое тело как что-то враждебное. Да? Например, вот вы сидите на переговорах, и у вас сильный стресс. Почему? Потому что вы боитесь. Может быть того, что провалите переговоры, и ваш начальник там что-то будет плохое думать и делать в вашу сторону. Может быть, потому что если не завершить эту сделку, у вас не будет, не знаю, денег выплатить зарплаты вашим сотрудникам. Еще что, то есть вы боитесь, в этот момент вы видите мир враждебным. Да? То же самое, если, например, у вас стресс, потому что вы ходите на работу, но не любите, то, вам не нравится там, это про нелюбовь, нет там любви. Противоположность любви это не ненависть. Противоположность любви это страх. А там, где страх, там стресс, там сжатие тела. Поэтому, если у вас много стресса в жизни, нужно подумать, почему так мало любви в вашей жизни. В каких зонах ее нет вообще, и в эти зоны ее привнести. И тогда это работа с причиной, а не с симптомом. Стресс лечится любовью. В общем-то, как и все в нашей жизни. Там, где есть любовь, там нет напряжения, там нет усталости и там нет стресса. Поэтому хорошее упражнение вы можете взять листик бумаги и с одной стороны написать, что я люблю в своей жизни, что я не люблю в своей жизни. Да? И ту часть, где нелюбимые, не знаю, вещи, события, люди, которые присутствуют в вашей жизни, но вы не хотите, чтобы они там были, подумайте, либо вы меняете к ним отношения, либо вы меняете этих людей, не знаю, эти ситуации и так далее. Вот. Понятно, что не всегда это можно сделать в один момент, но тем не менее внутреннее намерение, оно запускает дальше цепочку событий, которые будут вам в этом помогать. Есть еще одна сложность в этом процессе, казалось бы, да, все достаточно понятно, но сложность в том, что мы на физическом уровне привыкаем вот к стрессу, да? Мы становимся такими адреналина и кортизола зависимыми. То есть любое внутреннее состояние, стресс это определенное внутреннее состояние, оно вызывает химическую зависимость на уровне тела. Да? И если даже все понятно, как от этого стресса избавиться, вы будете бессознательно стремиться вернуть это состояние, чтобы опять же прожить вот такое же, получить такие же химические элементы в вашем теле. И чтобы перестроилось тело, необходимо время. Это, как правило, около 100 дней, да, эта привычка, она за 21 день она ослабевает, и 100 дней на закрепление. Поэтому имейте в виду, что первые 3 месяца это может быть сложно, и хорошо, если у вас есть психолог или коуч, или кто-то, кто вас поддерживает в этом процессе, и вы можете с этим человеком регулярно регулярно общаться на эту тему, получать заряд энергии и таким образом легче этот период пройти. И еще одна рекомендация, это в момент, когда вы чувствуете сильный стресс, попробовать вспомнить, как вы себя чувствуете внутри, когда все хорошо. Да? Какое-то состояние внутреннее. То есть на момент, на секундочку туда переключиться. Это тоже хорошо помогает, потому что вы таким образом и на уровне своего головного мозга вы вспоминаете, да, вы как будто бы из одной зоны своей психики переходите в другую, да, и вы вспоминаете вот как там. Опять же напоминаете вашему телу. Когда мы вспоминаем какое-то свое внутреннее состояние,
это влияет на наше тело. Да? И чем чаще вы это вспоминаете, тем легче телу вернуться в другое состояние. И, ну, соответственно, эмоционально вы перейдете в другое состояние.